Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Adhasau Yuga Sandhyayam Dasyu Praye Shurajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Adhasau Yuga Samsandhyayam Dasyu Praye Shurajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Adhasau Yuga Sandhyayam Dasyu Praye Shurajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Adhasau Yuga Sandhyayam Dasyu Praye Shurajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Adhasau Yuga Sandhyayam Dasyu Praye Shurajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Адха. Затем. Асау. Тот же Господь. Юга Сандхьяям. На стыке двух юг. Дасю. Грабители. Праешу. Почти все. Раджасу. Правители. Джанита. Родиться. Вишну. По имени Вишну. Яшаса. В роду Яша. Намна. По имени. Калпиhi. Воплощение Господа. Джагатпатихи. Владыки творения. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Ачеха Кривиданта Свями Шивы. Затем на стыке двух юг Господь творения родится как Калки-аватар, став сыном Вишну, Яши. К тому времени выродившиеся правители земли превратятся в грабителей. Комментарий. В этом стихе предсказывается приход Господа Калки, еще одного воплощения Бога. Он придет на стыке двух юг, то есть в конце Кали-юги. В начале Сати-юги. 4 юги Сатя, Треда, Двапара и Кали сменяют одна другую подобно месяцам года. Продолжительность нынешнего века Кали-юги 432 тысячи лет, а начался он около 5000 лет тому назад после битвы на Курукшетре и окончания правления царя Харикши. Следовательно, с начала Кали-юги прошло всего 5000 лет, и до ее завершения остается еще 427 тысяч лет. Шримад Бхагаватам предсказывает, что в конце этого периода явится воплощение Калки. Упоминается имя его отца, Вишну Яши, ученого Брахмана, а также селение Шамбала. Как уже говорилось, в свое время все эти предсказания сбудутся. Таков авторитет Шримад Бхагаватам.
В этом стихе содержится очень много интересных вещей. First thing Prabhu mentioned, this is the authority of Srimad Bhagavatam. Первый момент, что Прабхупада упоминает, что авторитет Шримад Бхагаватам незыблем. There's many different ways to ascertain what is true. Есть много путей познания истины. This is called the science of knowing knowing. Это называется наука познания знания, того, что познается. Knowing what is to be known. Knowing what is to be known. Познать то, что нужно познать. So highest praman, or evidence to know the truth, is Shastra. И высшей праманой или путем достижения истины является шастра. You can understand 10 actual pramanas. На самом деле существует 10 праман. The highest praman is Shastra, Shastradini. И высшей праманой является шастра, шастра вида. And Krishna says in Bhagavad Gita, Nashastrade Mutsraja Vartake Kama Karaka Nasa Siddhi Mahapati Nasa Prabhu. If you reject the instructions of Shastra, how will we be happy in this life? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если мы подвергнем авторитет шастр, то как мы можем быть счастливы? How will we make progress? How will we go back to Godhead? Как мы сможем прогрессировать и вернуться домой к Богу? Shastra is the instruction manual for human being. Шастра является такой инструкцией для живых существ. For example, when you buy a new car or used car, you look in the glove box, and there's an instruction manual. Oil goes here, washer fluid goes here, brake fluid goes here, the radiator fluid. You just can't mix them up and put oil where the water is supposed to be. Допустим, когда вы покупаете машину, то в комплекте с ней идет инструкция, и там написано, каким образом с ней взаимодействовать, куда заливать воду, какой цвет заливать бензин, какой цвет заливать масло, и нельзя, допустим, в отсек для воды залить масло, или наоборот, в отсек для масла залить воду. Нужно следовать инструкции. Then will be disaster. Иначе будет катастрофа. But first, if I know how to do this, don't tell me I know how to do it. И человек может так самодовольно заявить, что не указывайте мне, что делать, я сам знаю, что делать. And you put the oil where the water goes, you put the water where the oil goes, and the whole thing is finished. И вот он зальет масло в отсек для воды, воду в отсек для масла, и ничего хорошего из этого не получится. So we have to have some authority in life. Так что в нашей жизни должен быть авторитет.
But mostly we accept authority that is imperfect. Но, как правило, мы принимаем авторитетом какие-то несовершенные источники знания. Because man's senses are limited and imperfect. Потому что наши чувства, они ограничены и несовершенны. One may be walking in the evening and see what appears to be a snake and become terrified and jump and scream, ah, snake, snake, snake. Утром прогуливаясь, мы можем увидеть что-то напоминающее змею и вскрикнуть, а змея, подпрыгнуть. But it's only a rope. Но это всего лишь веревка. And he may think a snake is a rope and be bitten and die. И наоборот, человек может принять змею за веревку, и тогда его укусит, и он умрет. Our senses are all imperfect. How far can we see? We turn out the lights, we're blind without light. То есть, если выключить свет, то мы не сможем ничего увидеть, насколько, то есть показывает, насколько несовершенны наши чувства. How far can we hear, touch, taste, or smell? All our senses by nature are limited. То есть, как далеко мы можем видеть, как далеко мы можем слышать, обонять, наши чувства ограничены. Mind and intelligence is also limited. Также ум и разум ограничены. We may extend our senses by a telescope or by a microscope, but our knowledge is limited because the perception, the vehicle through which we perceive is also limited. Мы можем, так сказать, удлинить наши чувства за счет телескопа или каких-то других технических приспособлений, но так как аппарат, посредством которого мы обрабатываем эти сведения, ограничен, то результат все равно будет ограничен. Like scientists brag, we made a Hubble telescope and we're looking at universes within this creation. Galaxies, Hubble telescope. They put on a rocket and they shot it into space, and that is broadcasting images of different galaxies within this universe. То есть ученые, они вот разработали такой телескоп, который запускается на ракете, на шаттле в космос, и потом они уже из космоса получают изображение с этого телескопа и рассматривают все. So they're looking all over this universe to a limited degree. То есть рассматривают Вселенную, но их обзор он ограничен. But there are billions of universes. Can they see outside this universe? Но за пределами нашей Вселенной находятся миллиарды других Вселенных. Могут ли они их увидеть? Нет. This universe is like one, if you take a quintal, 200 kgs, bag of mustard seeds, tiny little black seed. Our universe is like one seed amongst all those seeds. Если взять мешок 200-килограммовый с зернами горчицы, черные такие маленькие зернышки, то вот одно такое зерно, это будет наша Вселенная среди множества других. So our senses and the knowledge we're able to gain through our senses and intellect is limited and imperfect. Таким образом, данные, которые мы можем получить посредством своих ограниченных и несовершенных чувств и ума, также ограничены и несовершенны. The Shastra is called Aporusheya. It's coming descending knowledge. Но шастру называют Апурушей, знания, которые не сходят. Material knowledge is called empiric knowledge, that we're trying to understand things and rise to a higher understanding from the point of ignorance. Но материальное знание называют эмпирическим знанием, то есть мы пытаемся все постичь с нашего уровня, прийти к своему уровню снизу. So we reject this empiric process of knowledge as the highest means to know. Поэтому мы отвергаем этот эмпирический процесс познания окружающего мира как высшую правану. The perfect way to know is to hear from higher authority. Совершенным методом познания является слушание от авторитета, от высшего авторитета. How to know who is your father? Как узнать, кто ваш отец? Can you ask every man in the creation, are you my father? Are you my father? Возможно ли опросить всех людей в творении, спрашивая, ты мой отец, ты мой отец, ты мой отец? This is empiric process, trying to understand things on your own. Это пример эмпирического подхода к познанию. What is the easiest way to understand who is your father? Ask your mother, she will know. Но самым легким процессом постижения того, кто же наш отец, является задать вопрос матери. This is the descending process. Это нисходящий процесс познания. And this is the process of Vedic understanding, to accept the authority of Veda.
И таков процесс познания личной культуры, обратиться к ведам. In the Srimad Bhagavatam, when the Vishnudutas challenged the Yamadutas who were about to take a jhana from their body, a nice discussion took place. В Шримад Бхагаватам описывается, что Вишнудуты бросили вызов Ямадутам в тот момент, когда последние планировали забрать душу от Эго. The Vishnudutas challenged the Yamadutas, what is your authority? И Вишнудуты бросили вызов Ямадутам, спросив, кто для вас авторитет? They said, Veda Pranahito Dharma, the Dharmastat Viparaya Saksha, Veda Narayana Saksha Swayambhur Iti Shushama. That knowledge comes from Veda. И Ямадуты произнесли вот этот стих, сказал такими словами, что knowledge and dharma, how to live in this world, comes from Veda. Да, что они сказали, что знание и дхарма, они не исходят из Вед. Adharmascha viparyaya, that which is irreligious is that which rejects Vedic knowledge. И адхармой в общем, адхармой является то, что противоречит Ведам. And Veda has no author. У Вед нет автора. Veda Narayana Saksha is manifest directly from breathing the Supreme Personality of God. Они проявляются непосредственно из дыхания Верховной Личности Бога. Swayambhur Iti Shushama. So, by Yamaduta said, Iti Shushama, thus we have heard. И Ямадуты закончили свой ответ, сказав, что так мы слушали. Ну, это мы услышали сами. So the process of knowledge is to hear from authority. Каков процесс получения знания, слушать от авторитета? Just like as children, our mother is our first guru. Как, допустим, для ребенка первым гуру является мать. He says, this is good to eat, this isn't good to eat, this is how to dress, this is how to bathe, this is how to use the bathroom. Food goes in your mouth, not on your head or your ear or your eye, it goes in your mouth. How to tie your shoes, she teaches us everything. Мать обучает всему ребенка, что есть, что не есть, что для него полезно, что нет, как одеваться, как мыться, куда класть еду, что не нужно на голову класть, нужно в рот и так далее. Why is this required? Because we're born in ignorance. А для чего все это? Потому что человек рождается в невежестве. We say, Oma Jnana Timirandasya Jnana Nirashala Chakshurum Viditamana Tasme Sri Oma Jnana, in ignorance, in darkness, Timirandasya, darkness and ignorance, we're born. А вот этот стих, он говорит, что мы рождаемся в темноте невежества. So Shalakaya means an instrument. They use an Ayurveda to administer medicine to the eye, a stick. Шалака – это такая палочка, инструмент юридический, посредством которого врач раскрывает глаз, делает операцию на глазе. So Jnananjana means the ointment of knowledge that's administered, forcing our eyes open with the anjana of knowledge, the ointment or medicine of knowledge. И Гьянанджана – это бальзам и лекарство, которое наносится на глаз для того, чтобы вылечить. Why? Because we're born in ignorance. Почему? Поскольку мы рождены в невежестве. And this is the function of Guru. И такова обязанность Гуру. How to understand what is God, we have to approach Guru. Для того, чтобы понять, кто такой Бог, мы должны обратиться к Гуру. God, Krishna tells us this is his system to understand. We want to understand Krishna, this is his system to understand what is God. И такова система, установленная Кришной, он сам об этом говорит. I have a Nepali Brahmin friend in Colorado. He told me, I don't need a guru. Krishna is my guru. So this is Bhagavad Gita. I read, I understand. Krishna is my guru. У меня есть один друг, Браман в Непале, и он заявил как-то, что мне не нужен никакой гуру, я могу просто читать сам Бхагавад-гиту, слова Кришны. I said, is this correct? If that's true, what does your guru say? If Krishna is your guru, what is your guru's instruction in 4th chapter of Bhagavad Gita, verse 34? И я ответил, хорошо, ну если Кришна твой гуру, то что твой
What is that verse? Я знаю этот стих. Хари Кришна Сева. Hare Krishna Seva Upanishati Devanam Jnaninas Tattvadarshina. If you want to be Tattvadarshi, a seer of the truth, there's a system. Если вы хотите постичь истину, то нужно обратиться к Tattvadarshi. First thing required, pranipat, for Krishna Rupena Nipat, to completely surrender to the lotus feet of Sri Guru. И первое, что необходимо в этом процессе, это пранипат со смирением учителя. We sing in the morning, Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Утром мы поем Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакти Садма. Что это означает? Ну, вопрос. Что это означает? Bhakati Sadma. Бхакти Садма, что это? Какие стихи? This is a location, this is a place you find bhakti. Бхакти Садма означает, что это место, где вы найдете бхакти, где оно обитает. You find bhakti Sri Guru Charana Padma, the lotus feet of Sri Guru. И это место Шри Гуру Чарана Падма, это лотосные стопы Гуру. Yahara Prasade Pai Evavaturiya Jai, Krishna Prapti Hoy Jahamati. We cross over the entire material experience by the grace of Sri Guru. Мы пересекаем океан материального существования по милости Гуру. And Krishna Prapti Hoy Jahamati. What does that mean? Krishna Prapti Hoy Jahamati. What does it mean? И вот это слышно Кришна Прапти Хой Джана Хой, что это означает? We get Krishna from Guru. Krishna Prapti, Krishna, we get Krishna only from Guru. Это означает то, что мы Кришну получаем от Гуру, по милости Гуру. Can you pick it from a mango tree? Can you get it? Amazon.in. Find in the bazaar. Loitering in Sarva-дрик bazaar. Loitering in Loi bazaar in Vrindavan. Where will you find Krishna? Ну, то есть, где можно найти Кришну? На манговом дереве или в Амазоне там купить Кришну или на Лой базар отправиться? Где можно купить Кришну? How will you get Krishna? Как From мы Guru. от Гуру? This is Krishna's system. Такова система, установленная Кришной. So the first qualification is to surrender. Поэтому первым необходимым качеством является предание. Even Lord Chaitanya was asked by Sarva-дрик Bhattacharya, why are you doing this chanting and dancing, this sentimental chanting and dancing? It's all useless. Сарва-дрик Бхаттачарья задал вопрос Господу Чайтанье, сказав, зачем ты занимаешься этим сентиментальным пением и танцем, это все бесполезно. Then you're sannyasi, you should be studying Vedanta Sutra. Ты саньяси, ты должен изучать Веданта Сутру. What is this sentimental is all useless. А это все танцы, пение, это все сентименты, все бесполезно. So what did Lord Chaitanya say? Что ответил Господь Чайтанья? Spiritual master taught me as useless and gave me such He said, I'm a great fool. Да, Чайтанья Махапрабху сказал, что я великий глупец. And you just chant Hare Krishna. Ну, то есть духовный учитель, то, что сказал, что... Is Chaitanya Mahaprabhu grateful? He gave 64 explanations about the Rama verse. 64 explanations. That is Chaitanya Mahaprabhu grateful? То есть, ну, как можно называть его глупцом, если он дал 64 объяснения стиху от Нарама? He heard the Keshav Kashmiri recite 100 shlokas in glorification of Mother Ganga. Он услышал 100 шлок, которые произнес Кешава Кашмире, прославляя Мать Гангу. He recited the verses like the wind, but hearing once, he could understand the faults in the exposition of the country's greatest scholar. Кешава Кашмири очень быстро произнес эти 100 стихов, но Чайтанья Махапрабху, вот, услышав их в такой очень быстрой манере повторения, все равно смог уловить, где были ошибки. So Keshav Kashmiri was very ashamed. He became very crestfallen, unhappy to be corrected by a 16-year-old boy. И Кешава Кашмири был очень смущен и опозорен тем, что его поправил 16-летний юноша. So
So that night in dream, Goddess Saraswati came to him and explained, that boy is my Lord, the worshipable Supreme Personality of God, Chaitanya Mahaprabhu, he's my Lord. И этой же ночью во сне Кеша в Кашмире пришла богиня учености Сарасвати и сказала, что этот юноша является моим господином, это верховная личность Бога, которому я поклоняюсь. So the goddess of learning, Goddess Saraswati, is saying, this person is my Lord, but Chaitanya Mahaprabhu is saying, I'm his Lord. Таким образом, богиня учености Сарасвати, она говорит, что Чайтанья Махапрабху является моим господином, но сам Чайтанья Махапрабху говорит, что я Кришна. This is called humility. Это называется смирение. This is also a prerequisite for learning something. Это является необходимым условием для того, чтобы что-то изучать. If you think you know something, if you present yourself as a great learned scholar in front of Guru, he'll say, no, I have nothing to teach you. Если, обратившись к гуру, мы скажем, что мы что-то знаем, что мы знатоки, то гуру, усмехнувшись, ответит, что мне нечему тебя учить, можешь идти к Сапуши. So the first qualification to know something, to learn from Guru, is pranita. Поэтому первым качеством, необходимым для того, чтобы что-то выучить, является пранипат. Second qualification, pariprashna. Pariprashna means relevant inquiry. Relevant inquiry. И вторым качеством является парипрашна, уместное вопрошание. To ask questions. Задавать вопросы. This is also Chaitanya Lila. Sarva-Brahma Bhattacharya spoke to Mahaprabhu for 8 days. On the 8th day, he said, you're listening to me explain Vedanta Sutta, but you have no question, what kind of disciple are you? В читании Лили также есть пример этого. Сарва-дрик Бхаттачарья 8 дней рассказывал Веданту Сутру читанию Махапрабху, и на 8-й день он не выдержал молчания Господа и сказал, что ты за ученик такой, ты вообще даже ни одного вопроса не задал. If you don't understand this Vedanta Sutra, you don't understand Vedanta Sutra, I'm explaining very nicely. Сарва-дрик Бхаттачарья сказал, ты не понимаешь Веданта Сутру, я вот замечательным образом тебе ее объясняю. Mahaprabhu said, I understand Vedanta Sutra very clearly. It says brilliant as the sun, but your explanation is like a cloud covering the meaning of Vedanta Sutra. Чайтанья Махапрабху ответил, мне очень понятен смысл Веданта Сутры. Он сияет подобно солнцу на небе, но твои объяснения подобны тучам, которые закрывают это солнце. So Pariprashna, we should have questions to ask spiritual master. Таким образом, парипрашна, у нас должны быть вопросы к духовному учителю. Sanatana Goswami, when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he was also vastly learned in Sanskrit and Urdu and all languages, such an advanced person, high-class person, responsible person in society. Санатана Госвами обратился также с вопросами к Господу, и на тот момент он был очень видным человеком в обществе, уважаемым человеком, знатоком санскрита, ученым. What did he say? He said, Kayami, who am I? Но первое, что он сказал Чайтанья Махапрабху, Каями, кто я? People call me big pundit, and in social circles I accept I'm pundit, but I don't know the basic problems of life. Who am I, and why am I suffering in this world? Люди принимают меня великим ученым и знатоком священных писаний, выражают мне почтение, но на самом деле я полный глупец, я не знаю базовых основ жизни, не знаю, кто я, почему я страдаю. So practically speaking, for us as members of this ISKCON, what is the purport of Pariprashna? И для нас, как для членов ИСККОН, что означает парипрашна? What should we be doing Что мы должны делать every day? каждый день? Это вопрос. Discussing Bhagavatam. Discussing Bhagavatam and И Задавать вопросы. ask questions. And И read Srila Prabhupada's books. читать книги Шрилы Прабхупады. Hear from spiritual master, or teacher guru. И слушать от духовного учителя и Шикша Гуру. This is have thirst for knowledge.
Должна быть жажда получить знания. Sometimes Srila Prabhupada would get quite upset that these books are just for selling. А иногда Шрила Прабхупада расстраивался, задаваясь вопросом, что думаете, что эти книги только для продажи? I've labored so hard, Srila Prabhupada would rise very early in the morning, sacrificing his sleep to give us Bhagavatam, the Bhaktivedanta purport. And we don't read? How ungrateful. Шрила Прабхупада вставал рано утром, очень много сил тратил на то, чтобы создать комментарии Бхактивиданты, и это очень неблагодарность с нашей стороны, если мы в итоге не изучаем плоды этого его непосильного труда. So disciples should have thirst for knowledge. Таким образом, ученик должен иметь жажду, стремление получить знания. Chandrakya Pandit said, the ornament of this dark sky is the moon. Чандакья Пандит говорит, что украшением неба является луна. The ornament of the nation is the pious king, righteous king, Rajaji. А украшением нации или государства является благочестивый царь Раджа-риши. The ornament in the life of a fortunate woman is a good husband, dharmic husband. Украшением жизни женщины является кармичный муж. And he said the ornament of everything is knowledge. И в заключение он говорит, что украшением всего является знание. So we should have thirst for knowledge. Hare Krishna. Inquire how to know, how can I assimilate this knowledge? Таким образом, у нас должна быть жажда сильная к тому, чтобы питать знания, для того, чтобы разобраться. And the third aspect of understanding Krishna, to know Krishna, is to give seva, to serve. И третий аспект в познании Кришны – это сева, служение. The spiritual master is not desireless. Духовный учитель не лишен желаний, He is full of desire, он полон желаний. the desire for the service of the Lord. И это желание служить Господу. So disciples should think, how can I serve my Guru? How can I be useful to him? Поэтому ученик должен размышлять над тем, как я могу быть полезен своему гуру, How can I mold my life in such a way to be useful to him? как я могу служить ему, как я могу устроить свою жизнь так, чтобы быть полезным гуру. In the purport to this shloka, important shloka from Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explains that if these three things are there, then reciprocation of knowledge and surrender and service, then the disciple becomes tattvadarshi. He assimilates knowledge of God. Шрила Прабхупада в комментарии к стиху 4.34 обсуждаемому говорит, что если все эти три компонента присутствуют, то ученик становится таttvadarshi. And this is the process of knowing. Он впитывает в себя вот это знание и такой процесс познания. Now there's a proof also to the authority of Srimad Bhagavatam. There's a proof to the authority of Srimad Bhagavatam. Proof. Means the statement of 4:24 is a proof. There is proof for the statements of Bhagavatam. Like this verse, this we're reading, that Kalki is going to come at Sanjayam, at the end of Kali Yuga, and beginning of Satyayuga. It says he's coming at this time. There's a proof by which we can understand this statement is true. То есть есть доказательства, посредством которых мы можем понять истинность Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam was spoken more than 5,000 years ago. Шримад Бхагаватам был рассказан более 5000 лет назад. But we also read the description of the appearance of Buddha 2,000 years ago. Но при этом мы уже прочли описание явления Господа Будды, которое произошло 2000 лет назад. His parental ancestry is mentioned, the place where he appears is mentioned, what he teaches is mentioned in Srimad Bhagavatam. Описано место его явления, кто будут его родителями, кто его будет учить. 3,000 years before his appearance. За 3000 лет до его явления было описано. So I wanted to read also because Kalki came, there's no more preaching. This slash is killing everyone. И когда приходит Калки, то проповедь заканчивается, начинаются убийства. So one may ask why. И может возникнуть вопрос, почему так?
So we can read some of these verses in the second chapter of the 12th canto of Srimad Bhagavatam that describe the symptoms of Kali Yuga. Symptoms of Kali Yuga. Yes. И мы зачитаем для ответа на этот вопрос стихи из 2 главы 12 песни Шримад Бхагаватам, где описываются признаки Кали-юги. Okay. Second chapter. Yes. Starting from the first verse. We'll read together. I'll follow. You can just say next verse. Okay. 12.2.1. Шукадева Госвами сказал: «Затем, о царь, под могущественным влиянием Кали-юги постепенно, день за днем станут исчезать с лица земли религия, правдивость, чистота, терпимость и милосердие. Продолжительность жизни и физическая сила людей начнут уменьшаться, а память ослабевать». Next verse. В Кали-югу критерием высокого происхождения, правильного поведения и благочестия человека будет только его богатство, а закон и правосудие будут на стороне сильных. Next verse. Мужчины и женщины будут сходиться друг с другом лишь на основании физического влечения, а преуспеть в делах возможно будет только с помощью обмана. О женственности и мужественности людей будут судить по их искушенности в половых отношениях, а чтобы стать брахманом, достаточно будет надеть на себя священную штуку. Next verse. О принадлежности человека к определенному духовному укладу станут судить по его внешнему виду, и внешние признаки будут побуждать людей переходить из одного уклада жизни в другой. Люди с низким заработком не смогут добиться справедливости, а чтобы прослыть великим знатоком священных писаний, достаточно будет научиться замысловато говорить. Next verse. Бедность будет почитаться грехом, а лицемерие – добродетелью. Для заключения брака будет достаточно согласия на словах, а простого омовения хватит, чтобы появиться на людях. Люди станут воспринимать святое место как обычный водоем или источник, расположенный далеко, а о красоте человека будут судить по прическам. Цель жизни сведется к тому, чтобы набить желудок, а наглость будет считаться правдивостью. Того, кто сможет прокормить семью, будут считать успешным, а заповедям религии будут следовать только, чтобы поддержать свой престиж. Next verse. Когда люди станут нечестивыми, власть будет находиться в руках самых сильных, независимо от их сословия. Next verse. Алчные и безжалостные правители, которые будут вести себя как обычные грабители, станут отбирать у своих подданных жен и имущество, и тем не останется ничего, кроме как уходить от них в горы и леса. Next verse. Измученные голодом и непомерными налогами, люди будут питаться листьями, кореньями, мясом, диким медом, плодами диких деревьев, цветами и семенами, а в засуху им останется только погибать. Люди будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождей и снега. Их будут мучить ссоры, голод, жажда, болезни и бесконечные тревоги. Максимальная продолжительность жизни в Кали-югу будет составлять 50 лет. В конце Кали-юги тела всех живых существ станут очень маленькими, а религиозные устои общества нашему будут полностью уничтожены. Люди забудут путь вет, а так называемая религия будет по сути обыкновенным атеизмом. Править людьми в большинстве своем будут воры, их подданные будут воровать, обманывать и причинять другим вред без всякой надобности, а представители всех сословий общества будут вести себя хуже, чем последние шуты. Коровы по размеру станут не больше коз, духовные обители будут мало чем отличаться от домов материалистов, а семьи будут состоять только из мужа и жены. Большинство трав и лиан будут очень маленькими, а все деревья станут как карликовые деревья шами. Из туч будут бить молнии, в домах не останется места для благочестия, а все люди уподобятся ослам. В это время на землю придет Верховный Господь. Силой чистой духовной благости Он восстановит чистую вечную религию. So time to go back to Brahma. Пришло время вернуться домой. Don't be here for the rest of. We see all these symptoms already, isn't it? Мы уже видим, что эти симптомы Кали-юги вокруг нас происходят. Already come to this world. Они уже вокруг нас происходят. And this Bhagavatam is a solution to it.
И Бхагаватам является решением всех этих We проблем. recite this as Krishna Swadhamo Bhagavati Dharma Because the Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. А вот в этом стихе говорится, что Бхагаватам сияет подобно солнцу. And it is arisen just after the appearance of Lord Krishna to his own glory. И он появился сразу же после того, как Господь Кришна удалился в свою собственную обитель. Accompanied by knowledge, religion, etc. Кришну сопровождали знания, религия и так далее. Men in this dark age of Kali get light in this world. А люди в этот темный век Кали получат светоч знаний из этой Пураны, Бхагаватам. So Srimad Bhagavatam, this knowledge is the antidote for the effects of Kali. Таким образом, знание, содержащееся в Шримад Бхагаватам, является противоядием веку Кали. And we need to study Srimad Bhagavatam. И мы должны изучать Шримад Бхагаватам. Because we're born in Kali Yuga, we're not free from the effects of Kali Yuga. Так как мы рождены были в Кали-югу, то на нас есть отпечаток этого века. See, everybody has a little bit of Hiranyakashipu, a little bit of Ravana. В каждом человеке находится маленький Хираньякашипу и Равана. So we have to drive that out by the process of Harinam Sankirtan and reading and studying Srimad Bhagavatam. И мы должны избавиться от них с помощью процесса Харинама Санкиртана, изучения Бхагаватам. Because the Srimad Bhagavatam is Krishna himself. Поскольку Бхагаватам не отличен от Кришны. Bhagavatam says, Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhita Kuttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Vishaya Sana Lokasya Danyam Swastenam Bharat. The Srimad Bhagavatam is Krishna himself. You can say an avatar in paper and ink. Этот стих, произнесенный Or digits. That's digits. Бхагаватам является воплощением Господа, которое проявилось как аватар на страницах книги в печатном виде, ну или вот даже в электронном виде, что проявляется. Brahma Samhita means it's not different from Krishna. Рама Самхита означает, что Бхагаватам не отличен от Кришны. Chakara Bhagavan Nishi is compiled by the incarnation of the Lord Srila Vyasadeva. Он составлен воплощением Господа Вьясадева. Vishaya Lokasya is the most auspicious thing for the entire human society. И Шримад Бхагаватам наиболее благоприятен для всего человеческого общества. It's all perfect, all victorious, and gives us all happiness. Он полностью совершенен, он приносит победу и все благоприятно. Bhagavatam says, Yasyam vai shriyamanayam Krishna parama purushe bhaktir upadyate pumsam shoka moha dayatava. Just by hearing Srimad Bhagavatam, we become free from fear, lamentation, and illusion. Бхагаватам утверждает, что просто слушая его, человек освобождается от страха, скорби и иллюзий. Bhakti upadyate pumsam, bhakti arises, bhakti naturally arises in our heart and pushes out all inauspicious things. Бхакти пробуждается в нашем сердце и выгоняет все нежелательное из него. So this is the authority of Srimad Bhagavatam. Таков авторитет Шримад Бхагаватам. Don't wait for Kalki to come to chop your head. Не ждите Калки, которая отрежет вам голову. Because everyone who's killed by Kalki at the end of the millennium will go back to God. They're liberated. Если не придумаете. They're killed by the Lord. They're liberated. Все те, кто будут убиты Калки, они получат освобождение. Don't be slow. Go back to God in this lifetime. Yagatvana yavartante tadama paramamama. Krishna says, come back to God yet? Don't come back again ever to this material. Поэтому не медлите. Кришна говорит, что те, кто возвращается в мою обитель, они больше не возвращаются на землю. Anyone has any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии? А как, когда разубивают, души возвращаются обратно? Когда как его зарубивают? Вот, правда, что
освобождением получают. Prabhu is asking about this point that when Bhakti will kill someone, will this person, I mean, They get liberation, they can go to Vaikuntha. они отправляются на Вайкунтху, получают освобождение. But it's not that they'll go to Goloka and dance with Krishna, or eat with Krishna, or feed Krishna, and learn these higher lessons. Но они не отправляются на Галоку, где можно взаимодействовать с Кришной. This is where Vaishnavas will cultivate these higher relationships with Krishna. То есть, если вас убьет Калки Аватара, то вы не получите высшую цель Вайшнавов, достигнуть ее. So we should appreciate our prayojana, our what is available to us, our objective, what is possible for us in this lifetime. Поэтому мы должны ценить прайоджан, цель, которая доступна нам для достижения уже в этой жизни. Can dance with Krishna, Можно будет танцевать с Кришной, can wrestle with Krishna. бороться с Кришной. Sridham is wrestling with Krishna. Subal is wrestling with Krishna. Субала борется с Кришной. He challenges him. You think Krishna? You think you're so big? Он бросает вызов Кришне. Кришна, ты думаешь, что ты такой сильный? Krishna, you think you're a tough guy? You think you're a tough guy? Кришна, ты думаешь, что ты крутой какой? Come on, you and me. Давай, один на один. And he's pinning Krishna to the ground. И он Кришну кидает на землю. And Krishna is enjoying it like anything. И Кришне это приносит прямо одно удовольствие. Now the Yashoda is feeding Krishna, dressing Krishna, bathing him, waking him up, putting him to bed, fussing over him. Матушка Яшода кормит Кришну, укладывает его спать. So you can join Mother Yashoda's Sangha and serve Krishna with parental affection. И можно также присоединиться к обществу матушки Яшоды и помогать ей в ее служении Кришне. You can serve Radha Krishna in the Nikunjas of Goloka. Также можно служить Радхе Кришне в Кунджах, Галоке. Jamuna Tira Vanachari, you can wander the banks and the groves and the bank of Jamuna with the coward boys. Или можно с ушками бродить по зарослям на берегах Ямуны, Laughing, joking, playing, eating. шутя, смеясь, кушая просад. No sugar problem, no high blood pressure problem, no cholesterol problem. Just eat and enjoy. Не будет никаких проблем с диабетом, ну, то есть с уровнем сахара, с давлением, никаких болезней, просто кушайте и наслаждайтесь. So those souls, same thing, those souls that died on the battlefield of Kurukshetra, they're also liberated. Because they died in the presence of the Lord. In the same destination as those Same who lost condition. their vehicle. Yeah. То есть те, кто были убиты на поле битвы Курукшетра в присутствии Господа, они достигли того же положения, что и те, кто будут убиты Господом. But their liberation is not like the liberation of a Vaishnava who cultivates loving relationship with the Lord. Но освобождение, которое получают они, не сродни тому, чего достигают вайшнавы, которые культивируют любовную преданность Господу Кришне. It's okay? Anything else? Что-то еще? Каков уровень преданного должен быть, чтобы он мог распространять книги? Сейчас мы видим, что многие начинающие преданные распространяют книги, а некоторые говорят, что начинающие преданные не должны распространять книги. Ну, в общем, такой вопрос. What is the qualification to distribute your books? Because somebody is nowadays telling that you cannot do it from the very beginning. You should have some level. Have someone? Some level you already should have a devotional service. You should have some experience. This that. So what is the minimum prerequisite qualification? Anyone who says like that thinks book distribution is a material activity. Anyone who says like that
thinks book distribution is material. Любой, кто говорит, что для того, чтобы распространять книги, там Is нужна not material. какая-то квалификация предварительная, рассматривает распространение книг как какую-то материальную деятельность, которой распространение книг не является. The only real qualification is your desire to do it. Единственной настоящей квалификацией является ваше желание делать это One распространение. can learn the art from devotees who are expert, but the main qualification is your desire to learn. Искусству распространения книг можно обучаться у тех, кто уже занимается этим долгое время, но основной квалификацией является желание распространения. And we should understand that each one of those books has a home. И мы должны понимать, что у каждой из этих книг уже есть дом, уже определено место, где она должна быть. It belongs to some fortunate person. Она уже принадлежит какой-то удачливой личности. So really book distribution means just to find that person. И распространение книг заключается в том, чтобы просто найти этого человека. And by a devotee's sincere desire, Chaitanya Mahaprabhu will send that person to you, and the rest is history. They go home with the book. То есть, если у вас будет сильное желание распространить эту книгу, то Чайтанья Махапрабху пришлет к вам этого человека, и вы дадите эту книгу. But people get books in many ways. Люди получают книги всевозможными способами. There is a devotee, a friend of mine, he joined ISKCON when I was doing the new devotee program. He joined when I was taking care of new devotees. So he told me this story. Есть один преданный мой друг, который присоединился к движению, когда я занимался заботой о вновь прибывших преданных. His sister's husband, his brother-in-law, hated devotees. Его муж его сестры ненавидел преданных. And he would go to the airport just to harass the devotees and give them grief. И он отправлялся в аэропорт только лишь для того, чтобы как-то напакостить преданным. One day he stole Isupanishad. Стоп. He stole it. Hey man, take our book there. Thanks a lot. Boom, he just walked on. И в один из таких дней он украл Шри Ишупанишад из рук какого-то распространителя. But he took it home, put it in his book. Принес домой и поставил в шкаф. So my friend was at his sister's house looking through her book. И вот этот преданный, он зашел в дом своей сестры и начал там книги рассматривать. Oh, what is this? Isupanishad. Ну что это, Шри Ишупанишад? He read it and he came to the temple holding Isupanishad and said, I want to become a devotee. И прочитав Шри Ишупанишад, он сразу же отправился в храм, держа в руке книгу Шри Ишупанишад, желанием стать преданным. So even if someone steals the book, that book is meant for someone and it will have a positive effect in someone's life in the course of time. Так что даже если кто-то украл книгу, но все равно она, то есть это определенный путь книги по направлению какой-то личности, то, чтобы сделать его преданным. So book distribution is an art, but the main ingredient is your desire to do it. Так что да, распространение книг это искусство, но основным качеством, необходимым для того, чтобы заниматься распространением, является желание. My revered godbrother, His Grace Vaisheshika Prabhu, came over to my house for lunch. Как-то раз мой достопочтенный духовный брат Вайшешика Прабху пришел ко мне на обед. So he has a system for distributing books, and you don't even have to speak any Indian language. You only have to speak a word of Bengali. У него есть система для распространения книг, в рамках которой ему даже не нужно знать индийского языка. He gives them candy. Конфеты дает. He gives them Jagannath sticker. Jai Jagannath. И наклейку с Джаганнатом. Then he hands them more. И затем книжку. And he has a thing here, it says give a donation. Means invented. He has a thing, it says, has a card hanging around his neck. Card? Means some... Lamination. It says in Bengali, in Hindi, in English, which are the prominent languages. It says give a donation.
Ну да, и вот у него висит карточка заламинированная, там на языке, соответствующем той местности, где он распространяет, написано «дайте пожертвование». So he just stands there and looks at him. И он просто смотрит на человека, показывает ему карточку. He calls it perfect yoga, mountain yoga. Stand like a mountain. Don't move, don't flinch. Give a donation. То есть, можно сказать, что он занимается такой йогой горы, то есть он как бы стоит непоколебимо и смотрит на человека. And they're distributing tons of books. They were in Orissa, in Puri, and distributing tons of books with this technique. No one spoke Oriya, but they're distributing tons of books. И он невероятное количество книг распространяет таким образом, как-то он был в Борисе и распространял направо и налево, не зная языка. So there's different techniques, and you can learn them from different devotees. Таким образом, существуют разные техники распространения книг, и им можно учиться у разных преданных. You can ask my godbrother, Kripanidhi Prabhu. Можно спросить моего духовного брата Крипанидхи Прабху. He's been distributing books for 50 years. Он уже 50 лет распространяет книги. So they have their way to do it. There's a technique. И у него есть определенный подход, техника, как это делать. But the main ingredient is your desire to do it. Но главным ингредиентом является желание делать это. Anything else? Prabhuji? Что? Нет вопросов. Jai. Jai. Сарва-дрик. Jai.